Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Рад вас поздравить с наступившим летом, а это значит, что мы сделали еще один шаг на пути к eFootball 2024. Но учитывая, что до нее еще остается около 2,5 месяцев, и этому обновлению будет предшествовать еще одно обновление до версии 2.6.0 в рамках eFootball 2023, о последнем и предлагаю поговорить, ведь за последнее время успело появиться множество разной информации, которую можно обсудить. Сегодня я расскажу, что же ожидать от версии 2.6.0, когда именно ее стоит ожидать, ну и обо всем прочем. Поэтому не забывайте поддерживать это видео своим лайком, оставляйте комментарии, чтобы помочь видео с продвижением, подписывайтесь на этот канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Итак, начнем мы с небольшой конкретики, а именно с даты релиза грядущего обновления. Конечно же, этой самой датой поделился наш небезызвестный инсайдер в лице Ренана Гальвани. Он сообщает, что обновление до версии 2.6.0 состоится 22 июня. То есть даже не в начале первого летнего месяца, а где-то прям таки в середине, ну или даже, можно сказать, под конец. Почему именно так, исходя из чего Konami решили выбрать именно это число, не уточняется. Но, судя по всему, раньше 22 числа никакого обновления в игре мы не увидим. Хорошо, с этим разобрались, но что же ожидать от этого обновления? Какой контент он может в принципе привнести и насколько глобальным он может быть? Но если мы обратимся к анонсу Konami 2-3 месячной давности, то вы наверняка должны вспомнить, что они упоминали о расширении некоторого функционала, добавлении большего количества игроков на замену, ну и так далее. Обо всем этом мы нередко говорили ранее. То есть все то, что они обещали на лето, скорее всего они выкатят в рамках одного конкретного обновления. Как это и было с тем контентом, который они обещали на весну, и в одном обновлении они все и выпустили. Но помимо этого в игре уже присутствует контент, который скрыт от чужих глаз, и взглянуть на него нам позволяет мобильная версия игры. Я, честно говоря, не знаю, как умельцы это делают, но они разблокируют некоторые игровые файлы, которые позволяют, например, открыть формы, которые со временем должны появиться в игре, но пока что все еще закрыты. И таким образом мы узнаем, что в игре станут доступны черный и розовый комплекты формы eFootball, по аналогии с сине-желтым комплектом, который раздавали в игре не так давно. Один из этих комплектов мы ожидали еще весной, но ввиду того, что ни один из них так и не появился в игре и по сей день, скорее всего, какой-то из них появится после обновления до версии 2.6.0. Также в конце мая в Японии активно тестировались рейтинговые соревнования, по аналогии с тем, что раньше было в 21 части Pro Evolution Soccer. И исходя из того, что это уже присутствует в игре, это так или иначе, но работает только в одном регионе, судя по всему, нечто подобное мы скоро дождемся и для всех остальных пользователей, в том числе и для остальных регионов. От конкретики постепенно переходим к уже слухам, которые витают вокруг грядущих обновлений. И что самое интересное, эти самые слухи граничат между обновлением до версии 2.6.0 и обновлением до сезона 23-24, то есть eFootball 2024. Таким образом, в одном из твитов Ренан Гальвани упоминал, что в игре может появиться обновленный Camp Nou. Если кто не в курсе, то не так давно Барселона наметила курс по обновлению своего стадиона, по аналогии, как это сделал мадридский Реал еще пару лет назад. И в связи с этим Konami собираются добавить обновленную модельку стадиона, не дожидаясь, когда стройка в реальной жизни закончится. Что-то по аналогии с одним из бразильских стадионов, когда Konami также воссоздали стадион, которого то ли еще нет, то ли который планируется, но сам факт, такой стадион в игре присутствует, и он относится к одной из бразильских команд. И аналогичная же ситуация должна повториться и с обновленным стадионом Camp Nou. Вопрос лишь в том, когда именно это произойдет, с обновлением 2.6.0 или с обновлением до eFootball 2024. Ну и подытожим мы все ранее упомянутое, опять же, обновлением внутренних файлов игры, потому что Konami продолжает играться с файлами стимовской версии eFootball 2023, и это вызывает лишние вопросы. К чему конкретно это относится? К летнему обновлению до версии 2.6.0 или же к eFootball 2024? Но факт остается фактом, что этим летом нас ожидает как минимум интересное обновление и куча разного рода новостей по eFootball 2024. Поэтому потихоньку вкатываемся в июнь и продолжаем следить за развитием событий. На этом же наш ролик подходит к концу, и я всех благодарю за его просмотр. Напоминаю вам, что именно ваши лайки и комментарии под этим видео помогают его продвижению. Обязательно подписывайтесь на этот канал, если находитесь здесь впервые. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые также в описании. Ну и думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.